Его надо заполнить. Во всем мире существуют слова-миражи. Вы их встречали, когда что-то называют одним словом, но в реальности происходит все наоборот. Слова-миражи встречались у Оруэлла. Мир — это война, свобода — это рабство. Мы постоянно сталкиваемся с этими миражами и в реальной жизни. Ведь миражами называют целые страны. Демократическая Республика Конго, Китайская Народная Республика, Корейская Народно-Демократическая Республика. В одном из таких миражей живете и вы. Российская Федерация. Сейчас многие не знают, как создавалось устройство современной России. Каким образом возникли области, республики и края, откуда они вообще появились и как менялись их взаимоотношения с центром. Чтобы понять, как мы к этому пришли, нужно откатить время на 30 лет назад. Наша история начинается с распада СССР. Это было тяжелое время для Советов. Текущая система начала трещать по швам. Участники Советов один за другим объявляют независимость. Такое явление получило название «Парад суверенитетов». Эстония, Литва, Латвия, Азербайджан, Грузия, да даже Россия выходят из Советов и говорят, что все, мы дальше сами. Погружаться в тонкости и детали этого периода мы не будем, нам важно другое. Кто-то ушел из Союза и больше мы их не видели, а кто-то стал частью России. Поднимите руку, кто в детстве не вдуплял. Вот есть Республика Татарстан, она в составе РФ. А в общественном сознании это то же самое, что и Самарская область, хотя в Татарстане президент, а не губернатор. А есть Республика Беларусь, и это уже отдельное государство. Вот я так точно. Всю жизнь рос и даже не задумывался, почему у нас внутри страны есть республики, автономные округа и области. Чем они отличаются? Ведь вроде все как равны, где-то да, там язык есть дополнительный. А названия? Называются по-другому и фиг бы с ними. Но так было не всегда. Вот смотрите. После распада СССР 26 декабря 1991 года на свет появляется Российская Федерация и говорит остальным республикам. Так, давайте сейчас Новый год отпразднуем, а потом будем договариваться, как нам с вами дальше жить. То есть Татарстан, Дагестан, Башкортостан и остальные известные сейчас субъекты могли на договоры не пойти. И в этом случае состав федерации был бы иной, да и, возможно, как таковой федерации не существовало бы. Но такой исход предотвратил федеративный договор. Через 3 месяца в марте 92-го все известные на сегодняшний день регионы подписали договор о совместной жизни, который назывался Федеративный договор. О чем, собственно, Россия, вчерашняя РСФСР, договаривалась с... Я даже не знаю, правильно ли говорить с другими территориями. Давайте просто с другими. Один из главных вопросов был, кому принадлежит земля. В стиле «это наша земля, и мы ее доем», только вот «наши» — это кто? Недры, леса, реки, оно чье, региона или федерального центра? Естественно, этнические республики свои территории под управление еще недавней РСФСР отдавать не хотели. Для них это, понятно, вопрос куда более острый, нежели чем для условной Псковской области. Так тут еще недавно, в 90-х, когда проходили разные там парады суверенитетов, те самые республики взяли курс на самостоятельность, на ответственность за свои земли. Народом Башкирии мы говорим Верховному Совету, правительству Башкирии, вы возьмите ту долю власти, которую сами можете проглотить. А уже через 2 года, в 92-м, опять приходят и говорят, твои земли принадлежат нам. А эти республики да автономные округа уже напринимали деклараций, заявляющих, что права на природные богатства принадлежат им, а не федеральному центру. Например, в тексте декларации Башкортостана указано, что земля, недра, природные богатства и другое принадлежит Башкирской ССР. А самое главное, что региональные законы имеют верховенство, а не федеральные.
за исключением тех вопросов, которые они сами добровольно передали федеральному центру. Сейчас вроде за такие формулировки может наряд ментов приехать. Слава богу, что мы историю обсуждаем. Это же пока не экстремизм. В общем, подобные декларации имели все этнические республики. И вдруг им предлагают подписать федеративный договор, в котором планировалось уравнять в правах этнические республики с областями. В конечном счете, этот договор с республиками был подписан, но в компромиссной форме. Республики сохранили в своем названии слово «республика» и получили больше полномочий, чем край или область. Например, Башкортостан таки настоял, что управлять своими природными богатствами будут сами. Да и налоговую систему определять будут тоже сами. Из прошлых видео вы помните, насколько важны правила налоговой игры для регионов. Кстати, Чечено-Ингушетия и Татарстан вообще не подписали тогда договор с центром, потому что он им не подходил. Татарстан так вообще чуть не стал суверенным государством, они там аж свою валюту запускали. Сейчас это, конечно, кажется безумием. Так вот, кто там интересовался? Именно 31 марта 1992 появились известные вам республики, края и области, а Россия стала асимметричной федерацией. То есть федерация, потому что объединение субъектов, а асимметричная, потому что не все равны. У республик прав побольше. Они договорились на более самостоятельные условия. Башкортостан-то вообще стал наподобие канадской провинции, которая сама управляет природными ресурсами. Но это длилось недолго. Ведь всего через год Россия принимает новую конституцию 1993 года, которая усиливает роль центра. В новом документе подробно раскидали отношения между центром и регионами, а также сказали, что во главе идут федеральные законы и Конституция РФ, а все, что регионы напридумывают, не может противоречить и должно быть в соответствии этой Конституции. Таким образом, Конституция по факту отменила эту тему с договорами между регионами и центром. Теперь договариваться не надо. Надо делать все в соответствии с главным законом. А регионы могут создавать только нормативные акты, уточняющие исполнение федеральных законов. Это действие, по сути, в одностороннем порядке уравняло республики и автономные округа с областями и краями, а следовательно, юридически права на природные богатства опять вернулись в центр. И возможная федеративная история по типу Канады, где 77% лесов принадлежат регионам, канула в лету. В итоге, на этом этапе федерация стала симметричной, потому что все регионы получили одинаковые права, которые до конца не ясны. Но это было лишь фундаментом будущих изменений. Понятно, что 12 декабря 1993 года после принятия Конституции Россия не стала резко централизованной, это лишь начало. Да и одно дело, что там в законе написано, а другое, как это исполняется. Но стало ясно направление. Россия от договорной федерации перешла к конституциональной. У вас уже начинает простраиваться картина, что государство – это набор условий и возможностей, как, впрочем, и товар в магазине. Каждый покупатель ищет себе лучшие условия, поэтому сейчас будет очень важная реклама о бесплатном обучении в Европе. Значит, смотрите, есть реальная возможность бесплатного обучения в чешском вузе, притом как бакалаврам, так и магистрам. Прикол в том, что в государственных вузах Чехии нет платных мест. Все, абсолютно все обучаются бесплатно, в том числе и иностранные студенты. Самое важное условие – это знание чешского языка. Ну, естественно, нужно выучить язык, подготовить документы для визы, переехать, подтвердить свое предыдущее образование, ну и сдать вступительные. Вот все эти задачи школа GoStudy берет на себя. Пакет услуг просто не может быть полнее. Вы обращаетесь к ним, за 850 часов обучают языку, за 150 часов готовят к вступительным экзаменам, а жить будете в учебном корпусе. Конечно, в вуз не поступят полные лоботрясы, но статистика на вашей стороне. 90% выпускников GoStudy поступают успешно. А после бесплатного обучения открывается дорога в Европу. Можно задержаться в красивейшей Праге. И есть основания, что здесь с трудоустройством дела обстоят получше. Можете сами взглянуть. В Чехии самая низкая безработица по Евросоюзу. Ситуация даже лучше, чем в Германии. А тем, кто соскучится по родным березкам, можно вернуться в Россию. Сами понимаете, с европейским дипломом тут будет полегче. Информации очень много, поэтому давайте так. Переходите по ссылке в описании, там есть адрес бесплатного интенсива, где будет вся информация. Ваше будущее в ваших руках.
Итак, после принятия Конституции 93-го в стране возникла правовая коллизия. С одной стороны, республики разработали декларации суверенитета, некоторые приняли свои конституции. А с другой стороны, федеральный центр принимает конституцию, где заявляет, что все, кто в составе РФ, полностью подчиняются основному закону РФ. Чтобы и нашим, и вашим, республики начали заключать еще одни двусторонние договоры с центром, теперь уже по поводу НДС. Как вы помните, НДС является одним из самых мощных налогов в стране, потому что его платят все и всюду, даже ребенок, которому родители дали деньги на шоколадку. И из этого видео вы знаете, что сейчас 100% этого налога из всех регионов и городов отправляется в федеральный центр, но так было не всегда. С 94 по 98 в регионах оставалось 25% от сбора НДС. Более того, в зависимости от силы убеждения и политического веса, республики договаривались о своих специальных условиях. Каждый год они заключали двусторонние договоры с центром, обкашливали, сколько они отчислят в центр в этот раз. Например, Башкортостан вообще договаривался о половине. Половину НДС вам, половину оставим себе. Вот, для примера, как это было прописано прямо в законе республики. И еще одна внезапность. В то время существовал хаос в законодательстве. Система только строилась, направление было туманным. Это, знаете, как в разработке программ. Альфа, бета-версия, баги, фиксы. И у нас в стране все было то же самое. Вот еще пример правовой коллизии. В соответствии с Конституцией 93 года, движение товаров между областями должно было быть свободным. Но, несмотря на это, через 10 дней президент Ельцин выдает указ, где говорит: ну, в принципе, регионы, если хотите, можете намутить свои налоги. В итоге области начали ставить таможенные сборы на импорт из других областей. Так Мордовия могла впаять 5% налога с продаж на подакцизные товары. Да, товары между областями как будто бы из-за рубежа приходили. В результате примерно 200 разных региональных и местных налогов было введено субъектами федерации. Да, это противоречило Конституции. Но именно это, я думаю, вас сейчас как раз не удивляет. В итоге прожили так 3 года, а затем Ельцин в 96-м этот пункт в указе отменил, и местные региональные налоги просто исчезли. А чуть позже доля НДС в регионах снизилась с 25% до 15%, а потом вообще стала равна нулю в 2001. С того времени НДС полностью уходит из регионов в федеральный центр. Примерно в это время изобрели такие вещи, как бюджетный и налоговый кодекс, которые все прошлые традиции договоров просто отменил. Теперь все субъекты поступали так, как решит центр. В итоге вы помните, к чему это привело. К тотальной зависимости города от региона, а регионов от центра. Не так давно, в 2016 году, Валентина Матвиенко заявила по поводу складывающейся ситуации. Мы считаем, что необходимо изменить концепцию межбюджетных финансовых отношений. На сегодняшний день 35% всех доходов остается в регионе, а 65% идет в федеральный бюджет. Это неправильно. Руководители регионов теряют мотивацию к развитию. Но тут мы забежали вперед. Вернемся к прошлому. На наших календарях 2000 год, и у регионов еще оставались рычаги на принятие решений в центре. Двухтысячный – это ключевая веха в истории современной России, которая определила траекторию развития государства. Тогда произошло определяющее событие. К власти пришел Владимир Путин. Сразу после выборов в ход пошли ключевые реформы, все сильнее замыкая управление на центре. Во-первых, в это время запустился процесс приведения Конституции республик в соответствии с Конституцией РФ 93-го. У нас были целые республики, и похоже, что остаются и сейчас, у которых есть такие положения, как верховенство региональных законов над федеральными, но ни в одном крае, ни в одной области этого нет. И поэтому то, что президент высказался, и самое главное, стал предпринимать действия по упорядочению законодательства во всей стране, одинаково, значит одинаково. Это, по-моему, нормально. В итоге все республики от своего суверенитета отказались. Тот же парламент Башкортостана в течение 1,5 лет вносил правки в Конституцию несколько раз.
а завершился такой процесс к 2002. Во-вторых, вот тут прям внимание. Скажите мне, в чем смысл Совета Федерации? Да фиг его знает. О нем вспоминали-то недавно, когда одного сенатора задержали по подозрению в убийстве. А что делает Совет, какую функцию выполняет, зачем он нужен между Госдумой и президентом? Вот у вас лично какой образ в голове? Напишите в комментариях. Вы и себя проверите, а мы получим активность в комментах. Все в плюсе. Итак, вернемся в прошлое. До 2001-го Совет Федерации был по сути своей палатой регионов. В нем заседали сами губернаторы регионов и спикеры законодательных собраний. Да, мы сами офигели, когда это узнали. Стал губернатором или спикером Заксобрания, автоматически представляешь регион в центре. Это были первые люди от региона, политические тяжеловесы, владельцы ресурсов, с которыми нельзя не считаться. И было это примерно так. Госдума утверждает законопроект, отправляет его в Совет Федерации. В этот момент подтягиваются первые пацаны с региона, смотрят на все это, и если их законопроект не устраивает, законопроект просто забревали. И он до президента не доходил, в закон не превращался, а пацаны с региона возвращались обратно в родную область. То есть регионы реально могли сопротивляться решениям центра, если считали, что это не соответствует интересам региона. А наседать на таких тяжеловесов было проблематично. И это объясняет, почему сейчас единственным игроком большой политики, кто хоть как-то высказывается за регионы, это Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации. В прошлом выпуске она выступала за переселение штаб-квартир из Москвы. Она же говорит о неравном распределении доходов регионов и центра, но все это дальше разговоров не движется. Как такое вышло? 5 августа 2000 года происходит важная реформа. Подписывается закон, по которому в Совете Федерации заседать будут не сами первые лица регионов, а их представители. И заседать они будут на постоянной основе. Тут важно отметить, что это утвердили сами сенаторы, тогдашние губернаторы, и сама по себе реформа не говорит об авторитаризме или демократии. Но это привело в конечном счете к тому, что представители регионов уже не имели такого веса, не были также независимы от центра в принятии решений. Да они даже жили в Москве 24/7. Они были ближе к центру, чем к своему региону. Об этом еще не раз пойдут дискуссии. Вот, кстати, недавно некий Сергей Иванов уже сказал: давайте как раньше. Губеров вернем в Совет. Они смогут оживить работу Верхней Палаты. Эту тему заблокировали, потому что сейчас время другое. Губернаторам нужно всегда находиться на своих местах, а не время тратить. В «Коммерсанте» была статья, как на это реагировали и сенаторы, и депутаты. Мы же вставим концовку. Тогда перед федеральным центром стояла задача выстраивания вертикали власти и ослабления влияния на федеральном уровне региональных баронов. Губернаторов равноудалили из Верхней Палаты парламента под формальным предлогом недопустимости смешения исполнительной и законотворческой деятельности. Совет Федерации – это скорее бремя. По сути, с 2000 года Совет Федерации пребывает в замороженном состоянии, больше как источник статуса для его членов, нежели как полноценный орган власти. У законопроекта по возвращению губернаторов в Совет нет шансов перерасти в закон без политической воли, а ее не просматривается. Но что-то мы опять побежали в настоящее. Вернемся в прошлое. Тогда произошел еще ряд важнейших событий. За пару месяцев до подписания закона об отдалении губернаторов выходит президентский указ. В отличие от закона, указ – штука односторонняя. На то он и президентский указ. Так вот, этот указ создал новую сущность в стране – федеральный округ. Ну, помните, да, центральный, северо-западный, приволжский, федеральные округа. Что это вообще за шняк такая и зачем она нужна? А вот, оказывается, это придумал президент всего через 3 месяца после избрания. 13 мая 2000 года страну поделили на участки, а раз есть участки, то за ней закрепили смотрящего. Название у должности выбрали нехитрое – полномочный представитель президента РФ в федеральном округе. И самый важный момент. Эта новая должность находится выше губернаторов областей и краев, а также президентов республик. Как вы понимаете, такое положение дел еще отдалило главы регионов от центра, ведь между ними и президентом появилась еще одна должность, которая как бы их курирует. Но осталась последняя проблема. Этих губернаторов выбирает население, а население может выбрать неудобного кандидата.
И тут мы подходим к развязке событий. Финальный выстрел по автономии и влиянию регионов совершил еще один указ президента Российской Федерации от 27 декабря 2004 под номером 1603. Казалось бы, как еще можно потеснить власть в регионах? Абсолютно все законодательство подчинено федеральному центру. Губернаторы уже не имеют прямого влияния на решения центра. Над ними создали специальную должность, которая выше их всех. Но теперь вопрос об управлении выборами. До 2005-го, без сарказма можно сказать, что выборы проходили по демократическим принципам. Губернатором мог стать любой, кто смог бы провести достойную избирательную кампанию. Отбирать у людей право избирать руководителя в своем собственном регионе, мне кажется, что это ошибка. Это ошибка, потому что, во-первых, какой-то элемент неуважения к избирателям мы проявим. За них будем решать, кто должен ими руководить. Это понизит ответственность местных руководителей за результаты их труда. Но благодаря указу 1603 появились списки тех самых глав регионов, за которых можно голосовать. А утверждает эти списки президент. То есть теперь работает это так. Тот самый смотрящий федерального округа, полномочный представитель президента, отбирает минимум 2 кандидатов, передает их руководителю администрации президента. Руководитель администрации кумекает чё как, цитата, проводит необходимые консультации, а потом передает эти списки президенту. И вот если уже сам президент списки губернаторов утвердит, то граждане России могут начинать свое голосование. Если же президенту кандидатуры не понравится, то и никакого голосования не начнется. Вся процедура по отбору правильных кандидатов запускается заново. И если добавить к этому отмену выборов мэров городов, то совершенно четко становится видна конструкция, которая имеет название «вертикаль власти». И если ее знать и понимать, то лозунг «царь хороший, бояре плохие» становится бессмысленным. Губернатора Хабаровского края задержали накануне по подозрению в организации убийств и покушений на ряд предпринимателей. Как сообщают в Следственном комитете, имя Сергея Фургала появилось в томах многоэпизодного уголовного дела. На самом деле, современные политологи могут спорить, насколько это слово «федерация» наполнено сутью, насколько мы унитарны и существует ли вообще эта вертикаль власти. Может быть, это вообще миф. Хотя, если вникнуть в материал из 3 видео, станет понятно, что речь не только в политике, но и экономическом устройстве страны. А символом нашего времени является прямая линия с президентом. Явление, возможное только в России. Это специальный флешмоб, где все собравшиеся, в том числе и организаторы, считают абсолютно нормальным спрашивать президента про прорванные трубы в жилом доме какого-то города. Этим видео мы заканчиваем цикл из 3 роликов о государственной системе управления страны. Мы говорили про регионы, столицу и вот сейчас про эволюцию системы управления. Каким это словом правильно назвать? Одним, наверное, не получится. В голове пока теги «централизация», «зависимость» и «декорация». На протяжении последних 20 лет было сделано все, чтобы ослабить самостоятельность регионов, как политически, так и экономически, а все ресурсы замкнуть на центре. Количество федеральных служащих в регионах выросло с 467 тысяч в 2001 году до 577 тысяч в 2003 году и 786 тысяч в 2006. Это значительно больше, чем количество региональных служащих. Это выдержка из научной работы «Межбюджетные отношения в России», которую подготовили в Леонтьевском центре. В этой работе очень четко рассказывают, как централизация проходила по налогам и как именно города стали зависимы от региона, а регион от центра. Другая работа – это колоссальный труд, который лег в основу выпуска. Работа называется «Почему Россия скользит от федерализма к унитаризму». Автор – Зулькарнай Ильдар Узбекович из Башкирского университета. Если здесь есть его ученики, передайте автору огромный респект. Именно эта работа сподвигла на создание цикла 3 роликов.
На основе этих двух работ можно объяснить, в какой системе мы живем, и это очень круто. Запустить бы это во всех школах страны. Очень многие стараются избегать политики, как будто это что-то грязное, а доступ туда только для избранных. Но это не так. Любому думающему человеку должно быть хоть немного интересно, в какой среде он живет. И эти выпуски лишь попытка осмыслить текущий порядок вещей. К тому же, того страшного и радикального образа политики просто не существует. Даже судя по циклу выпусков. Межбюджетные отношения – это политика. Знание, куда идет твой налог – это политика. А денежные отношения с государством, может быть, это политика. Но это все определяется законами. А законы вроде же точно политика. Очень скоро и текущие действия властей будут пересмотрены и определены историей как ключевые вехи в развитии государства. А мы постараемся не отставать в понимании. Пришло время поблагодарить YouTube-спонсоров и патронов нашего ордена. Всех гэпников, героев, консулов, верховных магистров, Давида Большого и Вирштейна. И спасибо вам всем, что смотрели, комментили и репостили в этом году. Увидимся в следующем. Yeah.